Друзья, всем привет! На сей раз мы отправились в Острогожск. Это город 17 века. В общем, здесь стояла крепость. Город тоже довольно-таки старый, провинциальный. Вот мы сейчас находимся в Центральном парке. Погуляем, пройдемся. Сегодня хорошо, тепло. Поэтому путешествуйте с нами. Смотрите. Тут аллея славы, наверное, да. Сколько героев Советского Союза. Людей мало, сегодня вторник. Ира, чертово колесо там есть, советского образца. Фигурки из травы. А, мы такие же видели в Курске. Там аттракционы какие-то тоже. Водные. Фонтанчик. Тут даже никто не купается, непривычно прям. Запах цветов. Классно. Обожаю такие фонтаны, каждый раз об этом говорю. Не просто там бьет вверх-вниз, а еще в бок куда-то там. Такими причудливыми формами. Чертово колесо, Ира, чертово, везде оно стояло в советских парках. А, открытое. Да, открытое такое еще, ему лет 20, наверное, 30. Не знаю, оно работает, не работает. Вон, мостик сделали для тех, кто празднует свадьбу свои. А, это трава не настоящая. Да, конечно, это ты чё? Конечно, дорожка это прям. Все при ней, конечно же. Как живая, как будто сейчас раз и пойдет двигаться. Может, она ночью оживает, я не знаю. А это корабль любви, мне кажется, это гондола любви. Кстати, да, он же старый, 17 века, поэтому здесь тоже наподобие мы в Усмане были двухэтажные дома, типичные. И тоже есть красивые дома большие, и храмы, есть церкви. Пойдем по мосту любви. Мы-то замочек-то не вешали, да, Ирочка, с тобой? Как-то нас это обошло. Мы просто женились, там уже темно и холодно было, там никаких замочков, потому что это Чукотка была. Пальцы прилипли бы к замочку. Навеки они прилипли бы. А, вот это, кстати, арка, да. Ворота городского сада. А, мы там входили. 1908 года. Женская гимназия. Блин, какие раньше дома красивые делали. Вова, ты посмотри. Ёпс, тудей, да это ЗАГС. Вот это ЗАГС, конечно, я понимаю. Все, давай пережениваться, Ира. Смотри, какой ЗАГС здесь красивый. Ну, современно, да, сделано. Видать, может быть, реконструировали красиво. Так что приезжайте сюда жениться. Очень красиво. Здесь еще и мужская гимназия. И женская. Молитвенный дом святителя Тихона Задонского. Но облагорожено тоже, чистенько. Газоны подстрижены. К выходным здесь надуют батуты, и дети будут скакать. Да, вот он вход в парк, 1908 год. Сейчас пойдем в сторону администрации. Вот это у них, видать, центральная улица. Забыл глянуть, как она называется. Только сделали. Это облагораживают эту аллейку между двух дорог. Старинный дом и шаурма здесь. Детская библиотека тут соседничает с шаурмой. Удобно. Детишки сразу поели. Тоже старые ворота прям какие-то. Там еще старое здание, сейчас пойдем. Тоже двухэтажное в основном. Выпросила все-таки часть чебурека. Район архив, прям такой старинный тоже дом. Не оштукатуренный, прям как есть. Ну, как раньше же ложили кирпичи. Неровно как-то там что-то подпиливали. Выступы такие, орнаменты. А вон и площадь идет центральная. И что же вы думаете, конечно же, площадь Ленина и Ленин? И Ленин такой молодой. Пойдем на лавочке поедем. Ну, новая прям такая площадь. Облагорожена недавно. Сейчас посмотрим, что там братья из Средней Азии сготовили. Вкусно или нет, да? Ну, бляш какой-то. Сыр. Сыр, косичка здесь. Засунули они. Копченый вон. Вся туда ушла. Ну, ничего, а что делать? Кушать хочется, да? Бургер Кинга здесь нету. Ира тут решила покормить голубей остатками какого-то там булки.
Так, не обсирайте площадь только. Что вы так быстро съедаете? Чего не съедать так быстро? А что не съедать? Конечно. Тут выжить главное. Все хорошо, то дома, конечно, в округе такие необлагороженные. Их бы, конечно, еще там облагородить. Фасады вообще было бы хорошо. Ира там все кормит. Всю дичь тут собрала. Сейчас обосрут все. Площадь имени Ленина. Тоже старинное здание. Ну да, там как раз написано. В 1652 году основан, 17 век. Сбербанк такой прям тоже старинный какой-то дом. Круто. Стоянка здесь, набережная, видать, идет. Дяденька брасом там плавает. Вода чистая такая, ну видно дно. И вот там идет, получается, пляж. Набережная идет. Можно на велосипедах покататься, огорожено прям. Эх, надо было взять шорты, я бы искупался. Че, пошли спустимся? Ну да, стоянку сделали, молодцы. Че, приехал, запарковался, так все облагорожено. Ландшафтный дизайн. Это он сам мост. Тихая сосна, вон там вывеска. Прокат. А, тут какой-то прокат, что-то, лодочки, может. А там камыш идет дальше, все поросшее. Как водичка? Эх, плавки забыл взять. Ну да, здесь хорошо. Классные автомобильчики, да. На них этот год, видишь, 71-й, о, 51-й год. Москвич, Жигуль Копейка идет, Победа, Волга, ГАЗ-69. Ну они закреплены прям, вообще нормально. Ну пляж отсыпанный. Ну, как мы выяснили, этот пляж называется Тихая сосна, он там огромными буквами написано. Ну, здорово так облагорожено, классно, и деревянный помост, и тропинки, и для велосипедистов, для детей вообще, и искупаться. Ну, вода, да, куда ушла вообще. Далеко, видать, где-то здесь она должна была быть. Ну, подсохла, дождей таких сильных не было. Уточки прям тут такие, там что-то намываются, ох, перышки чистят. Интересно, куда они-то свалят? В Турцию там? Куда они обычно на юг там улетают? Тоже летают туда-сюда себе. Не лень же им вот это. Фу, мы тут как в Африке. Обливаемся. Беседки такие. Детская площадка. О, какая штука. Каталка. Где же ветерок, да? Мы оттуда пришли. Блин, ну классно, когда есть пляж. Есть место отдыха, можно прийти и позагорать. можно купаться. Да, можно купаться. Ну, таблички не было. А вон и стоят всякие эти грибочки. И, наверное, и вон есть какие-то раздевалки, видать, там. Ну да, Тихая сосна называется. Купаются люди. Хот-доги. Еще один там заезд идет. С той стороны детишки, опять там. Жопу орут. Все, видишь, тут что можно, что нельзя. С собаками нельзя. В воду писать нельзя. Ну, есть туалет. Переодевалки, спортивная площадка. Вон там есть с теннисными столами. Да, еще деревья, конечно, маленькие. Пока они вырастут. В жару такую тут, конечно, ходить удовольствия нет. Здесь спортивный уголок такой. Небольшой. Ну, какой навес тут. Столы ставь и гульбань. Ну да, там еще какое-то здание построено, тоже, наверное, какой-то кафетерий. Да, здесь свадебки можно проводить. Запах древесины. Молодцы, это прям радует, что развивается досуг для людей, потому что это важно, я считаю. А здесь какая-то дамба перекрывается. Она закрыта практически. А здесь уже воды больше, а здесь потому что перекрыто. Воды мало, и они пытаются немножко поднять уровень воды. И вот здесь идет еще тротуарчик. И он туда уходит куда-то, я не знаю. Да, там уже все. Сделали такой небольшой кусок. Ну, вот такой пляж тут. Симпатичный, уютный. И будем знать, куда можно съездить.
А то вечно думаешь, куда бы съездить, потому что в Воронеже там все забито, либо платное. Ну, короче, не всегда отдохнешь, что возле воды, тем более в жару такую. Еще один выход. Да, здесь сразу жилье подорожало, да? Возле этой набережной. Вон какой-то бассейн там. Ну, круто, круто, вообще молодцы. Взяли, сделали возле речки место отдыха. Здесь даже улицу облагородили. Частного сектора. Здорово людям здесь, которые здесь живут. И пляж тебе. И забетонировали, все асфальтировали. Деревья посадили. Кс-кс. Так невозмутимо идет куда-то медленно так. Это уже один из старых домов. Кс-кс. Так отдыхает. Двухэтажные дома. Наполовину вросшие в землю. Они похожи, они, кстати, с Усмани одного года выпуска, можно так сказать, тоже в 17 веке был он организован. Вон дальше идем от площади Ленина, тоже такой магнит тут разный, магазинчики, улица магазинов. Улица, названная мне уроженца Острогожского Ивана Николаевича Крамского. На кинотеатр больше похоже. Латте, кофе, чай, смузи. А, здесь типа Арбата улица. Здания, интересно, какие-то конюшни были, что ли. Ворота такие большие, ну, как маяк. Наверное, какой-нибудь колокол стоял. Ну, какой дом. Ира, там какие-то лица торчат вон. Штучки такие. Вон лица торчат из дырок таких. Прикольно. В этом здании размещался штаб 149-й стрелковой дивизии, сформированный из жителей Острогожского и прилегающих районов. Старинный дом такой, да, такие какие-то монстры. Вон с пастями, да, идет ниже, там зубы какие-то. Вообще. Ну, облагораживает. Хорошо, когда есть улица такая широкая, где погулять можно. Да, чем-то похож на Усмань тоже. Двухэтажные дома, частный сектор. Да, такая аллейка. Класс. Что-то Ира нашла какую-то табличку. Один из самых интеллигентных городов, напоминают настоящих петербуржцев. Отсюда родом великий русский живописец Иван Крамской. В здешней гимназии учился блистательный Самуил Маршак, оказывается. Опечатка, что ли? Вокзал. Да. Где произошла драматическая встреча князя Мышкина и Настасии Филиппиновны. Филипповны, блин. Ну, короче, с парку более 100 лет. Ну, явно, что тут табличка тоже 1908 год. Мы взмокли, тут жарко, но сейчас солнышко присело за тучку, и нам хорошо. Замечательный город, небольшой, красивый. Тоже старые дома есть у него. Цветущий. Пляж красивый. Пляж, да, вообще пляж. Вот в Воронеже сделали бы такой пляж, ну было бы ЗАГС круто. какой А ЗАГС, да, тоже the best. Отдельный вход, классно вообще, супер. Так что все. Мы не прощаемся, путешествуйте с нами. Всего доброго.